Жень, у вас есть еще какие-нибудь офисы помимо киевского? Только в Киеве, вся команда находится в Киеве. Здесь, там и территориально еще чуть дальше по улице. А ты сам из Киева? Да, родился, жил в Киеве. Что тебе нравится в особенности в Киеве? Красивый город, приятные люди, вкусная еда, сильная команда, с которой можно строить бизнес. Где-нибудь бы еще хотел жить, кроме Киева? Смог бы? Может быть, где-то в Европе. Был в Азии, был в Штатах, но не сказал бы, что комфортно жить. Может быть, скорее путешествовать. Тогда пойдем смотреть ваш киевский офис. Пойдем. А ты много путешествуешь. Как долго ты отсутствуешь? Вне офиса находишься? Большую часть времени, может быть, пару недель в год. То есть постоянно в офисе? Да, большую часть времени. Как много часов вообще ты работаешь, посвящаешь работе? Тебя в офисе часто можно встретить? В офисе практически все время, но понятно, что работаю, в принципе, практически все время. Так скажем, не разделяю это как личную жизнь и рабочую. А что тебя мотивирует? Что тебя драйвит в работе? Что ты посвящаешь всего себя? Результаты, когда ты понимаешь, что твои вложенные усилия, они окупаются, они приносят какой-то доход, какие-то результаты, то это, наверное, самая лучшая мотивация. Жень, а есть такая особенность, тенденция, не знаю, что многие компании в сфере аффилиат-маркетинга скрывают свое реальное местоположение. Там из России, из Украины пишут, что находятся в UK, Шотландии, в Амстердаме, а вы ЦПА Матика. Как я понимаю, не скрываете своего реального местоположения? Нет, мы не скрываем, находимся в Киеве. И, в принципе, часто приглашаем партнеров к нам в офис, там, как рекламодателей, так и веб-мастеров. И, в принципе, никакой тайны в этом нету. То есть, например, аффилиат, который с вами работает, может вот спокойно договориться, прийти к вам в гости, мы часто сами приглашаем к нам, в принципе, прийти, пообщаться, выпить кофе, чаю, сыграть в теннис, поболтать про работу или про жизнь. Расскажи тогда историю ЦПА Матика. Ты стоял у истоков. Начали мы в 2015 году, в январе 2015 года. То есть сейчас уже вот будет 4-й год, 4 года компании. Начинали исключительно с того, что занимался арбитражом, лил с разных сорсов на дейтинг, на дейтинговые афера. И потом, спустя некоторое время, решили, раз получается лить самим, почему бы не попробовать это все сделать affiliate network. И вот, собственно, начали делать после этого уже аффилиатку. Потом там было много тоже изменений бизнеса уже. Сейчас он выглядит не так, конечно, как выглядел год назад, либо 3 года назад, но вот, в принципе, основа, название, там, часть команды есть еще с 15-16 годов. А когда последний раз ты сам лил трафик? Довольно давно, наверное, уже несколько лет назад. А сейчас будешь в состоянии запустить компанию? Я думаю, после какой-то подготовки постараюсь, думаю, да. Хорошо. Слушай, я вот прочитал, что вас номинировали в категории Best CPA Network в International Performance Marketing Award. Хотел спросить, как это вообще произошло? Мы общаемся с многими рейтингами, предлагаем, рассказываем про нашу сеть, про нас и, в принципе, участвуем в номинациях. Если выиграете, поедете на вручение в Лондон? Да, почему бы и нет. Я вот что прочитал в описании вашего нетворка. It's not just a network. It's a thing that makes you look more professional. It's all about creating experiences that transform affiliates, brands, grow businesses and make people's lives better. Как вы меняете жизнь людей к лучшему, на твой взгляд? Для партнеров мы стараемся делать, скажем, это может быть какая-то банальная штука, да, то есть мы стараемся, чтобы они стали счастливее, они зарабатывали больше денег, они чувствовали себя более удовлетворенными. То же самое стараемся делать для всей нашей команды, потому что команда — это ребята, с которыми ты проводишь большую часть своей жизни, да, то есть 40-50 часов в неделю, и ты должен быть максимально удовлетворен тем, что ты делаешь, и людьми вокруг.
А с финансовой точки зрения этот год будет лучший для Цепаматика? Да, каждый год мы стабильно растем в 2-3 раза. И 2018 год будет рост примерно в 2,5 раза к прошлому году. А твоя личная мотивация как SEO из чего складывается? Мотивация, ну, как я уже говорил, это... Я имею в виду финансовая мотивация, то есть она из каких-то показателей достижения целей по нетворку или просто у тебя фиксировано? Я не спрашиваю суммы, я просто... Я понял. Мне интересно, что некий тебя процент финансово мотивирует. от того, что, естественно, зарабатывает компания. У тебя есть просто фиксированный процент от того, что зарабатывает компания. Угу. Расскажи, это правда интересно, мне всегда было, основная статья расхода нетворка. Это обслуживание команды или что-то еще? Ну, если мы говорим конкретно про нетворк, команды, да, то, естественно, конечно, это так как сеть работает на проценте, да, то, соответственно, большая часть денег, конечно, уходит аффилиатам. Если мы говорим там про... прибыль. Команда. Мы очень много денег инвестируем в команду, в ребят, как в денежное вознаграждение, так и скажем, в какое-то более такое, что ли, нематериальное. Мы часто ездим в разные поездки. Например, пару месяцев назад мы вернулись в Карпат. В 2017 году мы ездили в Андорру. Все делается за деньги компании, как дополнительная мотивация для ребят достигать целей. То есть мы привязываем, скажем, какие-то такие ивенты к достижению неких финансовых показателей. И по результатам едем. Я надеюсь, вот в начале 2019 года снова будет какая-то поездка на всю команду, там на неделю, на 10 дней. Здорово. А для вас, как для партнерской сети, самые маржинальные какие офферы? То есть, грубо говоря, вы на чем больше всего зарабатываете денег? Если говорить именно про аффилит-бизнес, то, в принципе, маржу мы устанавливаем везде примерно одинаково, естественно, это, мы в основном работаем с дейтингом, поэтому дейтинговые оффера. Насколько я знаю, такая стандартная маржа в районе 20%. До 20%. До 20%. Ты сказал, что бизнес сейчас трансформировался, да, партнерка не в том виде, разумеется, как она была изначально создана. Вы стали частью холдинга Genesis. Изначально весь бизнес создавался внутри холдинга Genesis, и, собственно, сейчас он находится внутри холдинга Genesis. Угу. То есть ты привлекал там инвестиции, вас компания проинвестировала, или ты работал в Genesis? Изначально я работал на другом проекте, потом начал заниматься арбитражом, и уже внутри проекта, внутри холдинга, внутри Genesis мы начали делать CP-матику. Сколько сейчас людей работает в Цепаматика? 40 человек. 40 человек. Угу. Твое личное одобрение необходимо при найме сотрудника на работу? Я бываю практически на каждом собеседовании. Угу. Каких людей вы никогда не возьмете на работу в Цепаматика? Мы к найму подходим достаточно, на самом деле, очень жестко. Всегда намного легче не взять человека на старте, чем потом его уволить. Увольнение никто не любит. Ни те, кто увольняет, ни те, кого увольняют. Соответственно, мы стараемся максимально жестко, максимально внимательно подойти к процессу найма. Кого не возьмем, в принципе, критериев, по которым смотрим, довольно много. Человека, который не проявил себя никак на предыдущих местах. Мы очень много берем ребят без опыта, тех, кто там только хочет себя пробовать в интернет-маркетинге, либо, например, в разработке. В таком случае смотрим на достижения в университете, что он делал, помимо того, что просто приходил на пары. И если мы говорим про каких-то профессиональных ребят, то если он ничем не отличился на предыдущих местах, не сделал ничего прикольного, то какая вероятность того, что он сделает это дальше? Относительно невысокая. И много других факторов. Случалось ли такое, что сотрудник уходил у вас из компании и уносил с собой какую-то важную информацию? Критичного для нас не было ни разу. Недавно, буквально на днях прошла крупная конференция в Киеве. Вы там присутствовали? Да. И, насколько я знаю, вы вообще любите ездить на конференции, частые гости, так скажем. Скажи о том, какая основная цель для вас посещения крупных конференций? Многие ездят на конференции за каким-то
опытом, кейсами. Мне кажется, это в первую очередь нетворкинг, да, то есть ты находишь каких-то ребят, с которыми тебе интересно было поработать. Это может быть как, например, рекламодатели, с которыми ты можешь законнектиться и начать работу с точки зрения аналитики трафика. Так и, например, веб-мастера, которые, собственно, эту штуку могут делать. Но в вторую очередь, наверное, немаловажно, это дополнительная мотивация. Для ребят, например, которые занимаются трафиком, закупками, поездка на конференцию, часто это очень классная мотивация с точки зрения того, что, например, если ты делаешь, там, скажем, X, то ты видишь, что там человек с такими же двумя руками, двумя ногами делает 10x, и ты понимаешь, что, скажем, потолок еще очень далеко. И очень часто это круто мотивирует. Меня самого одна из первых конференций, на которых я был, именно так мотивировала к тому, чтобы начать заниматься арбитражом, начать заливать трафик и делать это качественнее, чем я там пробовал. А вы считаете как-нибудь эффективность посещения конференций? Мы пробовали, считали в 2015-2016 годах. Сейчас это очень сложно, потому что если ты тратишь много денег, едешь на много, то эффект может быть очень отложенным. Он может себя проявить через полгода, через год, через 1,5 года. Какие-то идеи, которые ты вынес, могут в что-то трансформироваться и в конечном итоге начать тебе приносить деньги. Но прямое влияние очень сложно померить. Вы видите какой-то всплеск в регистрациях после конференции? Смотрите на эти показатели? Есть. Очень часто мы встречаемся скорее уже даже с теми партнерами, которые у нас могут давно зарегистрированы, но по какой-то причине не работают. Также мы очень много стараемся вынести для нашей команды байинга, для ребят, которые занимаются трафиком, и поэтому здесь сложно оценить, тоже, опять же, прямое влияние, которое это оказывает конференция какая-то. Вы обычно сколько человек снаряжаете команду? Зависит от конференции. Например, последний раз мы ездили в Лас-Вегас, у нас было 4. В Киеве было, по-моему, человек 6-7, может больше. В среднем от 2 до 5 человек. Сколько в среднем стоит размещение на конференциях крупных международных, я имею в виду? Таких как... Размещение стенда? Да, размещение стенда. Очень варьируется. В среднем тратим, наверное, в районе 6-12 тысяч долларов. Это только за размещение? Размещение и сопутствующие материалы. И еще перелеты, проживание, да. То есть в целом 15-20 выходит на конференцию? Да, где-то так. Зависит, опять же, от количества людей. И сколько конференций в год вы посещаете? Если мы говорим про зарубежные, то штук 5-6. Я так понимаю, что основная цель любой конференции – это привлечение новых аффилиатов первостепенно. Вы вообще считаете, сколько вам обходится привлечение активного аффилиата, который начинает лить трафик через все маркетинговые каналы? У нас есть система аналитики, которой мы пробовали это считать. В принципе, да, есть такая штука, мы пытаемся, анализируем это. Есть CRM, в которой мы смотрим, если есть какие-то каналы привлечения, которые можно протрекать, которые можно посчитать, скажем, с помощью каких-то меток, сорсов, то пробуем, считаем привлечение, если, скажем, размещение у блогера, либо где-то, скажем, в каком-то рейтинге платном, где мы тратим на это деньги. Если это бесплатно, то сколько мы усилий на это можем потратить. В принципе, такие цифры считаем. И какой самый эффективный источник привлечения аффилиатов на данный момент для вас лучше всего работает? Самый эффективный – это все-таки личное общение, поэтому… То есть конференции? Либо это конференции, либо это какие-то встречи лицом к лицу, скажем, когда мы приглашаем ребят в офис, намного легче начать работать с партнером, которого ты знаешь в лицо, чем тот, который просто для тебя, это, скажем, даже если он находится в каком-то топе, где-то высоко в каких-то рейтингах, это просто обезличенные названия. Если ты знаешь человека лично, ты с ним встречался, кушал, веселился, то, в общем-то, всегда с ним намного легче начать работу, намного приятнее. А какой процент зарегистрированных аффилиатов в итоге конвертируется в тех, кто реально шлет трафик вам? В моменте, наверное, 10-15%. Если считать позже, то, наверное, затрудняюсь сказать цифры. А у вас есть внутренний отдел по монетизации трафика? Да, мы работаем с трафиком самостоятельно тоже. Не возникает соблазна разбирать фиды топовых ваших аффилиатов? Мы работаем со своими схемами, своими методами, которые часто не пересекаются, в большей степени не пересекаются никак с методами, которые работают аффилиаты. Применимо ли для вас такое утверждение, что 20% аффилиатов делают 80% прибыли? Если не больше. То есть основную прибыль генерирует небольшое количество топовых. Так, мне кажется, в практически любом бизнесе будет. Есть какая-то вещь, которая будет тебе генерировать деньги, остальное будет скорее такая, как
добавочная масса, да, но тем не менее каждый партнер для нас важен, да, то есть потому что потенциально там, человек, который сейчас может генерировать немного, он может в конечном итоге там вырасти. У нас были такие кейсы, были такие случаи. Были случаи, когда он, может быть, просто вырастет профессионально, у него появится оборотка, в конце концов. Может быть, потому что просто сейчас он недостаточно раскрылся, он работает с какими-то другими ребятами и работает с ними на больших объемах, но, например, к нам он эти объемы еще не перевел. Поэтому стараемся уделять время всем партнерам, и не только тем, которые делают 80% прибыли. Про аффилиатов поговорили. Хотелось бы с другой стороны теперь связки этой про рекламодателей немного. Мне всегда было интересно, как попасть в партнерку со своим оффером. Вот, скажем, я рекламодатель, у меня есть какой-то оффер, я пишу вам. Дальше как процесс происходит? У нас есть команда бизнес-девелопмента, которая, собственно, заявки обрабатывает, плюс большую часть времени тратит на активный поиск, как на подготовку конференции, на которые, опять же, ездят у нас ребята как с Affiliate Team, так и с Business Development Team. И в том числе поиск там, по LinkedIn, много делаем ресерчей по нише, с которыми мы работаем, так и по новым нишам, которые нам тоже потенциально могут быть интересны. Вот. И когда к нам приходят входящие заявки, в принципе, практически каждый день, там, не знаю, пишут ребята на почту, которая есть на сайте, мы общаемся, если, скажем, это соответствует нишам, которые мы работаем, понимаем, что потенциально мы сможем сгенерировать трафик, чтобы не тратить там чужое наше время, мы с ребятами, которыми там понимаем, что это не наша ниша, мы просто пишем о том, что, к сожалению, вряд ли мы сейчас можем поработать. Если ребята, скажем, с ниш, которые могут быть интересны, там, которые мы работаем сейчас, то общаемся, обсуждаем условия, бюджеты стартовые и запускаемся. Как правило, работаем без предоплаты. А сами офферы вы проверяете, смотрите, флоу? Да, конечно, смотрим. Как я уже говорил, у нас есть команда internal, да, которая занимается наливкой трафика. Таким образом, мы там сможем сходу понять, определить, насколько это вообще может быть перспективно, сколько это соответствует реалиям рынка. И если часто бывают кейсы, например, когда, там, скажем, мы уже работаем, предположим, там, много с дейтингом, работаем с нутрой, и когда по дейтингу мы видим там неоптимальные лендинги, например, мы можем просто предложить, скажем, вот у нас есть опыт работы, мы можем предложить вот такие варианты, и они по нашему опыту будут работать, давать лучше EPC, чем дает, например, те, которые есть у вас. Но опять же, наши рекомендации, некоторые прислушиваются, некоторые нет. А вы сами не пытались выступать в качестве рекламодателя, то есть создавать in-house офферы? У нас есть свои in-house продукты, с которыми мы предлагаем партнерам. А партнерам ты имеешь в виду аффилиаты? Которые мы предлагаем аффилиатам, да. А в чем здесь особенность работы со своими офферами? Это уникальное предложение всегда хорошо работает на рынке, наверное, на любом рынке. Если ты можешь предложить что-то такое, чего нет у конкурентов. Это сейчас конкуренция там, да, в CPA-сетях, в affiliate-нетворках, они уже в большей части не выплатят, там, скажем, плюс цент, минус цент. Это уже скорее какие-то технический бэкграунд, когда ты можешь, например, дать, ну, даже, я говорю сейчас не более там, быстром директе, либо более стабильных серверах. Это какие-то решения, которые могут потенциально увеличить EPC партнера. И вот это сейчас решает. Свой продукт — это та вещь, которую ты можешь там, на базе своего опыта, на базе наливки партнеров, ты можешь попытаться сделать лучше и давать таким образом, привлекать таким образом партнеров не за счет там, повышенной выплаты на 5%, а за счет каких-то более интересных предложений на рынке. А для вас, как для компании, это более выгодно? С финансовой точки зрения? Да, безусловно, потому что в данном случае мы работаем не в одном этапе цикла, а в двух. То есть мы работаем и как нетворк, и как рекламодатель. Планируете создавать больше продуктов? Да, конечно. В направлении? Еще про рекламодателей такой вопрос. Бывает, что вам не выплачивает рекламодатель? Да, такие случаи были. И что вы делаете в таких случаях? Закладываем некие риски, некий процент от дохода, который мы понимаем, что там так или иначе мы его можем не получить, и просто планируем, исходя из этой информации. Некоторые случаи получается отрулить за счет переговоров, за счет общения, за счет
пытаться понять, почему так произошло, что не так, но какие-то случаи здесь бывают безнадежными. Бывают случаи, когда, например, рекламодатель может не рассчитать, скажем, свои возможности, может предложить выплату изначально выше рынка, а потом понять, что, к сожалению, этот трафик у него никогда не окупится, и дать задний ход. А как аффилиаты? Мы в таком случае берем риски на себя, потому что партнер в данном случае, ну, что он может сделать? Это наш риск как партнерской сети, как бизнеса. А вы закладываете риски эти в маржинальность по каждому офферу, да? Да, но, скажем, это несущественные риски, это может составлять там до процента в год, скорее даже меньше. Ну тогда вот по офферам здесь очень много всего интересного. На самом деле я знаю, что вы специализируетесь на дейтинг-офферах. Очень интересно, как работают дейтинг-офферы. За ними действительно что-то стоит, какая-то механика, то есть пользователь действительно может там получить ту услугу, за которую он приходит чаще всего. Дейтинг — это как довольно большой рынок, и на самом деле там, он не состоит там, только, скажем, из каких-то там, продуктов, типа там adult, да, где, скажем, ну, бэкграунда какого-то, ты говоришь, особо нет, ну, то есть где нет там реальных, например, девушек. Дейтинг — это в том числе еще и абсолютно белые продукты, когда, да, действительно, юзер получает то, что он хотел бы получить. Какое соотношение? Соотношение в офферов, количество офферов, либо там, скажем, рынка. У вас количество офферов? Сложно сказать. Я думаю, что у нас довольно много офферов, где, в принципе, пользователь может получить действительно то, что он хотел, скажем, то общение, там, присутствие девушек на сайте, возможность реально пообщаться, либо встретиться. Ну, скажем, это больше присуще мейнстрим-дейтингу, где, ну, довольно ожидаемо, что есть девушки, которые хотят знакомиться, и есть мужчины, которые хотят знакомиться. Там, в отличие от, скажем, какого-то casual, где, ну, процент девушек действительно не очень высок. То есть там как там это просто боты какие-то или там вообще ничего нет есть после механики. оплаты? Мы не планируем, не собираемся делать продукты, которые относятся к адалт-дейтингу. Это нам не интересно. Это, по сути, действительно основная цель — это отжим-карты. Пользователь вводит свою карту, а дальше уже ну, не так важно, что с своим юзером будет. Рекламодатель может его ребилить, и там уже дальше все будет опираться на то, насколько он сможет работать с чарджбэками от пользователя. В одном из обзоров на ваш нетворк прочитал следующее. You don't come very often across networks which have direct black hat offers, but CPA Matica do have such offers and also allow spam traffic for those offers. Это, ну, открытый в интернете обзор. Это по-прежнему так? Или это был эксперимент, мы его обзор давно пару закрыли. лет, и сейчас... У нас были несколько рекламодателей, которые хотели получать такой трафик. Сейчас мы с такими рекламодателями не работаем, соответственно, наверное, эта уже информация не актуальна. Какие офферы в соответствии с вашей философией, с философией ЦПА-матики никогда не появятся у вас в нетворке, в ваших нишах? Это скорее, в первую очередь мы смотрим, конечно, на возможность заработка для нас и для партнера. В первую очередь партнера, в вторую очередь для нас, потому что это построение отношений. Те, которые не появятся, это те, которые противоречат, наверное, моим личным убеждениям. Мы никогда не будем работать с той товаркой, которая ну, скажем, мы с офферами, где пользователь должен дать последнее за какую-то там возможность, там, не знаю, скажем, излечиться от каких-то болезней. То есть это как для меня такое как табу. То есть я никогда не буду работать с такими рекламодателями, с такими офферами. Жень, как построить компанию, в которой люди хотят работать? Начинать, наверное, с себя. Если тебе это нравится, то тебя устраивает, то стараться делать для себя. Наверное, в любой сфере жизни так правильно. Старайся делать так, чтобы тебе это нравилось и, в принципе, понравится другим. Учитывать чужие желания, учитывать возможности. Вот здесь у вас, я так понимаю, ваш главный, да, сотрудник? Да, Петр. Петр. Он здесь с момента основания компании, да? Нет, он года 2, но за этот момент он немножко вырос уже в размерах. Какая позиция у него? Талисман. Талисман. Сыграем? Да, давай, почему бы нет.
Так, надо приноровиться. Давно не играл. Давай. Жень, кого ты считаешь главным конкурентом ЦПА-матики? Если говорить про affiliate network, наверное, это ребята, которые тоже работают с дейтингом. Ну, в принципе, довольно много сетей, которые работают в нашей сфере. Поэтому надо стараться чем-то отличаться, не только выплаты, но и каких-то технических решений, которые уже предоставят партнеры. А что отличается по матику от конкурентов, на твой взгляд? Нам рассказывают, наверное, про какие-то там типа выплаты, это было не очень правильно и интересно. Мы стараемся делать все, что можно для того, чтобы повысить EPC партнера. Каких-то банальных вещей, да, до каких-то дополнительных своих офферов, своих решений, которые могут позволять зарабатывать больше как нам, так и партнерам. На твой взгляд, на данный момент какая партнерка номер один в мире? Есть партнеры, которые работают вообще не типичных для нас сферах, да, там, скажем, поэтому номер один, наверное, зависит от ниши. Но схожие с вами по профилю. Мне нравится, например, работать в Эдвиди? Да. Думаю, многим интересно из тех, кто работает с трафиком. Сейчас наибольший объем из каких источников вы видите? AdWords, Facebook. Сейчас очень активно работает с push-нотификейшенами. Пуш-трафик сейчас в последнее время, да, довольно актуален. Много где сказано, что вы подчеркиваете это как достоинство, что у вас своя трекинговая система. Она была полностью с нуля с вами in-house разработана, или вы использовали что-то за основу? Мы полностью его делали с нуля. Начинали мы с Хезоферса. В какой-то момент мы поняли, что мы заплатим за месяц что-то около $6000. Для того времени это были довольно большие деньги, как для трекинговой системы. Мы приняли решение делать самостоятельно. На самом деле, когда ты делаешь свой трекинг, тебе кажется изначально, что ты его сделаешь за полгода, там, за 9 месяцев, а потом просто вау, все готово, все. Но на самом деле мы до сих пор еще доделаем какие-то фишки, и это на самом деле очень неплохо, потому что для топовых партнеров, для ребят, которые генерируют хорошие объемы, мы доделываем какие-то дополнительные вещи, которые они просят. Там, на покупной системе, как правило, сделать сложнее. Если мы говорим про собственный трекинг, то это позволяет отвечать, скажем, на 100% за то, как работают редиректы, как работают сервера, и какие-то дополнительные вещи, которые нам нужны как с точки зрения финансов, там, учета доходов, так и с точки зрения партнера, например, какие-то дополнительные фичи, какие-то дополнительные возможности по редиректу, то это все мы можем сделать. И опять же, как я говорю, мы можем делать дополнительные вещи, если там, мы видим, что с человеком работаем довольно давно, и там, или он генерирует хороший объем, мы можем доделывать какие-то дополнительные штуки. То есть ты имеешь в виду, что вот аффилиат, который делает большие объемы, вы для него можете кастомизировать свою трекинговую систему, да, скажем, там сервер развернуть дополнительно в каком-то регионе. Да, это не проблема, мы можем, ну, это как сервер, так и может быть какие-то фишки, которые ему просто нужны дополнительно. Понятно, что это может занять какое-то время, там, это не может сделаться, там, скажем, ну, опять же, зависит от сложности задачи, но если это может дать дополнительный буст по деньгам, дополнительный буст по доходам, то почему бы и нет? Ну, в теннис ты лучше меня играешь. Ты часто тут, видимо, да, этим занимаешься? Ребята часто проводят у нас турниры среди команд, так и, в принципе, какие-то с другими компаниями. Периодически играю. Каким еще спортом занимаешься? Катаюсь на сноуборде, на велосипеде периодически. Ага. И как еще свободное время проводишь? Тоже говорил, люблю путешествовать, стараюсь на выходных, там, если есть, например, там, 2 дня, либо там где-то еще какой-то один день отпуска, поехать куда-то покататься. Какая любимая страна? Кроме Украины, разумеется. Был много раз в Штатах, наверное, раз 5 уже, но это скорее больше по поводу конференции работы, с партнерами. Много раз был во Франции, в Италии. Недавно был в Швейцарии, очень понравилось. Ты там как, путешествовал по работе или просто сам? Сам. Ну, с девушкой либо с друзьями.
У вас сегодня мероприятие какое-то планируется? Сегодня и мероприятие, но у нас принято, когда у кого-то день рождения из команды, мы поздравляем его всегда, покупаем подарок, компания покупает, а такая как негласная традиция, человек приносит что-то с утра, скажем, как торт, либо какие-то пироги, в общем, что-то такое, чтобы можно было вместе с командой сесть в обед покушать. А к чему мероприятие приурочено? Это мероприятие будет сегодня, мы делаем планы помимо годовых, потом разбиваем их на квартальные. Соответственно, сейчас у нас закрылся 3-й квартал, да, вместе с сентябрем, и вот сегодня будем подводить итоги квартала, и, собственно, всегда после него делаем какую-то еще вечеринку. Так просто делать вечеринку не очень весело, уже за 3 года, может, немножко приезд, мы делаем часто такие тематические. Вот сегодня будет в стиле 80-х, то есть с костюмами, с всеми атрибуцией. Я надеюсь, что будет весело. Ты сказал, вы годовые планы себе назначаете, а как-то дальше ты смотришь наперед, как ты вот через 5 лет, мы делаем например, какие-то видишь планы наперед, компанию? но очень часто они отличаются от реальности, потому что аффилиат рынок очень сильно меняется. Я думаю, там многие компании еще там год-полтора назад не думали, что, например, работать с Клакой, с Фейсбуком будет намного сложнее сейчас. И, возможно, они тоже строили какие-то планы на 5 лет вперед. Я вижу, что сейчас довольно часто меняется, и планировать там дольше. То есть планы, конечно, строить можно, но в конечном итоге они могут супер сильно отличаться, там, даже через год-два уже, а не то, что через 5 лет. Какие-то планы, конечно, мы для себя там поставили. А какие тренды ты видишь вот на грядущий год? Офферы, источники трафика, что, на твой взгляд, будет работать? Я думаю, что все равно самым большим источником трафика ничего не поменяется, но у них огромная аудитория, и так или иначе все равно трафик будет там. Возможно, просто поменяются офферы, подходы, они станут более белыми, они станут более какие-то compliance, подходить к политикам сорсов. Понятно, что Google, Facebook, как было SEO, я думаю, так и останется SEO, был e-mail, останется e-mail, многие другие источники, в принципе, точно так же будут, возможно, просто поменяются какие-то методы работы, либо где-то увеличится маржа, где-то уменьшится. Как таковой рынок, есть evergreen ниша, да, но все они знают, это дейтинг, это какой-то, скажем, модификации тела, типа weight loss, и человек всегда хочет заработать денег на халяву, это все равно останется, и просто поменяется, возможно, как-то видоизменится. Как была популярна крипта, сейчас о крипте уже говорят, но намного меньше. А у вас были офферы с криптой связанные? Мы туда заходили, были несколько офферов, но не скажу, что мы заработали там много. Угу. То есть ты видишь динамику обеления? Да, я думаю, что все будет работать более в белую. Сейчас там видно, да, что, например, хорошо работает e-commerce. Ну, относительно белая штука, чем сравнивать там, с тем, что хорошо работало, скажем, в начале 2017 года, либо в середине 2017. Цифры. Хочется какие-нибудь цифры. Например, какой рекорд у вас в партнерке один аффилиат ваш топ за день налил? Говорили, да, что самый топ партнеров, он может сильно отличаться, да, скажем, от среднего. Самый большой рекорд в день у нас был $18 000. 18 тысяч долларов. Да. Один партнер. Один партнер за один день. А у него он не пропал после этого? Он стабильно наливал? Или он... Наливал, но понятно, что это пик. Ага. Здорово. Жень, давай нашим зрителям дадим какой-нибудь бонус от Цепа-Матики, чтобы приходили к вам новые аффилиаты и ставили новые рекорды. Да, я только за. Смотрите, предлагаю так. Кто посмотрит интервью, пишите менеджеру, либо регистрируйтесь у нас в партнерке, и к первой выплате будет бонус, либо к выплате там, не первый, а, скажем, если вы уже зарегистрированы, там какой-то последующий, 10% к ней будет. И что нужно сделать? Я думаю, что просто стоит сказать, что вы смотрели видео, интервью на канале Zorbas Media, и для менеджера этого будет достаточно. Здорово, поэтому все регистрируйтесь, либо если еще не зарегистрированы, начинайте лить и подписывайтесь на канал.